Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, доказательство существования Бога учением Григория Гробового. В данной структуре моего учения я показываю сущность и существо нахождения Бога в конкретном месте, а также показываю, что доказательство существования – это есть место, к которому можно подойти и, соответственно, обратиться, например, к Богу напрямую, зная, что в данном месте Бог существует. То есть технология здесь имеет в том числе и прикладной характер, хотя она имеет и фундаментальный характер, связанный именно с доказательствами существования Бога. В связи с этим я бы хотел рассмотреть позицию личности человека, и причем такую позицию, которая связана с действием личности по отношению к Богу и по отношению к своему развитию. Здесь, прежде всего, надо рассмотреть статус формирования личности как, скажем, системы реакции на внешний мир, а также системы, отношения, например, к внутреннему миру. Здесь можно рассмотреть такой статус, что когда человек рождается, он проходит различные, естественно, уровни развития, но когда он начинает смотреть во внешний мир, то тогда просто, в общем-то, его физическое зрение – это зрение, направленное на восприятие той физической реальности, в общем-то, которую он воспринимает как человек. Но если он рассматривает статус изначальный, то он видит Бога в своем восприятии. И здесь видно, что сущность Бога – это есть нахождение человека в конкретном месте его собственного восприятия. И когда он начинает это понимать, он видит, что Бог – это есть тот уровень, так скажем, реальности, который и внутри него, а также и вокруг него. То есть он находится фактически в Боге. И статус существования человека по отношению, например, к Богу – это и статус его, в общем-то, личного мотива поведения. То есть он может мотивировать свои действия тем, что он хочет доказать, например, существование Бога. Так вот, по моему учению, статус существования – это есть внешний статус. То есть, если человек хочет, например, доказать, что происходит какое-то действие, то он должен как-то мотивировать данное действие, например, по цели действия, и при этом сказать, что, например, параметры данного действия заключены в какую-то, например, объективизированную конкретную среду. Так вот, когда человек начинает, например, диагностировать реальность, например, я взял и стал диагностировать самолеты или какие-то технические системы, то здесь получается, что статус внешнего объекта, он приближен ко мне так же, как если бы, например, технический объект находился, предположим, настолько близко, что я мог бы его исследовать там лупой, предположим, какую-то найти трещину в самолете и так далее. А здесь получается, что статус приближения без промежуточных систем – это есть явление Бога к человеку. То есть Бог показывает, что внешний элемент реальности, он совершенно такой же, как и, например, сам человек. То есть человек создал в том числе и этот элемент реальности. Ясно, что когда он его создал, например, руками, тот же самолет или любое техническое устройство, это, в общем-то, достаточно понятно и относится к системе, в общем-то, логического управления. Но с точки зрения управления, как в любой структуре моего учения, доказательство существования Бога – это есть доказательство того, что человек, который для себя доказал это существование, он действует так же, как действует Бог. Он может это делать, потому что тогда он, получив данное доказательство, уже имеет структуру веры. Так вот, вера – это достаточно безусловная характеристика, которая связывает Бога и человека напрямую. То есть вера – это есть приближение Бога к человеку, и когда человек верит в Бога, то он видит так мир, что мир начинает приобретать свои естественные свойства. Такие, в общем-то, свойства, какие заложил изначально Бог. Поэтому в моем учении практический смысл, например, доказательств, когда человек, что-то диагностирует или делает управление дистанционное, то есть работает как бы вне себя, получается, с точки зрения физического тела. То есть я, как, например, в том числе и физическое тело, когда вне себя, как, например, физического тела происходит работа, то это есть достаточно строгое доказательство, направленное на то, что созидательность аспектов управления, например, макроспасение, или же уровень конкретно даже личной помощи каждому конкретному человеку, это есть проявление Бога в действии волевом человека.
И когда человек, например, так действует, то уровень его собственных доказательств, ну, предположим, доказательности того, что человек действует лично, да, независимо от чьей-то воли, может быть, даже независимо от воли в данный момент и в данном месте, например, какого-то иного управляющего аспекта, здесь показывает, что все внешнее пространство, которое создает перед собой человек, в том числе и пространство мышления, и пространство, например, диагностическое, предположим, он диагностирует технику или диагностирует другого человека, все пространство это есть то, что отождествлено Богом по отношению к человеку, то есть Бог проявлен так перед человеком. Следовательно, Бог, проявленный перед человеком, каким-то образом показывает себя лично перед человеком, и человек видит, что он, по крайней мере, видит ту структуру Бога, которая учит созиданию. Но когда он начинает по этому уровню развиваться, то он видит, что созидание направлено в первую очередь, например, для того, чтобы там люди жили, да? То есть у них была какая-то беспроблемная система развития. Тогда, получается, человек опять приходит к себе. Рассматривая существование Бога в данном месте, то есть доказывая себе, что Бог существует, он видит благополучное развитие людей. Таким образом, построен именно ментальный, в общем-то, логический статус обоснования Бога в конкретном месте, обоснования его существования. Ведь априори до опыта известно, что Бог существует везде и всюду, поэтому доказательство его существования это есть то, что человек ищет существование в данном месте в каком-либо качестве. Если, например, я рассматриваю диагностическую систему управления, да, то получается, что качество Бога здесь таково, что вы видите практически мир всеобщий, но проявленный в каких-то локальных системах. Но ведь воспринимает, получается, что Бог данную систему, то есть он воспринимает с точки зрения человека. И когда человек диагностирует, то получается, что весь внешний мир по отношению, например, к диагностируемой среде, ну, некие световые потоки, некая информация преобразуется опять же в образ человека. То есть если мы начинаем понимать глубокий смысл данных преобразований, то вся информация Бога преобразуется в тело человека, в том числе и в тело человека. И отсюда ясно, что образ и подобие, например, человека, это есть в том числе и образ Божий как таковой. То есть мы видим существование Бога в виде тела человека. Потому что любой другой уровень, он не дает структуры точного познания. То есть в этом случае другая характеристика мира становится неизвестной, если мы как бы переходим за пределы формы человека. И когда мы начинаем рассуждать таким образом, то поставив, в общем-то, достаточно, скажем, человеческий вопрос, да, например, что было до начала, например, организации Бога. Вот Бог, например, самовоссоздался. А вот что было до самого создания Бога? Здесь получается, что данный вопрос может поставить только человек. И, следовательно, ответом на данный вопрос является сам человек. То есть мы пришли к тому, что Бог, который позволяет, да, ставить данный вопрос, показывает, что такой вопрос, который может быть как бы репродуцирован или создан только в восприятии и воображении человека, он дает ответ, что человек реально попадает в это пространство внешнее по отношению как бы к Богу и приходит опять же к самому себе, потому что Бог в этом случае видит только его. Он задал этот вопрос. Следовательно, до элемента самого создания человек существовал, он, значит, был всегда. А это ведь и есть образ Бога, получается. То есть мы пришли к тому, что подобие и форма, да, по образу и подобию, это и есть человек, потому что только в человеке может созреть такой как бы стереотип, такой уровень мышления. В данном случае я, конечно, больше показываю логическую фазу управления, но когда мы начинаем рассуждать на духовном статусе, то все, что находится вокруг и одновременно включает в себя данную структуру управления, это и есть душа и Бога, и человека. Вот я показал, две душа Бога и человека, это не разделимые системы, то есть это одно и то же. И когда, например, в общем-то, здесь можно так сказать, что если рассмотрев время Иисуса, когда он говорил, что «я есть во всех», то он имел в виду, что его душа неразделима, то есть его душа может воспроизводить и физические тела, другие в том числе. Следовательно, для него, например, процесс воскрешения – это такой же естественный процесс, как процесс там, жизнедеятельности его организма. И когда вы
переходите, например, к процессу излечения в этом случае, то доказательство существования Бога по моему учению в данном месте и, например, в конкретном проявлении, это есть доказательство, что вы сможете практически получить такой же результат, как получает Бог по отношению к человеку. То есть полностью, например, там восстановиться, срегенерировать ткань, которая, в общем-то, может быть, не регенерируется обычным образом, получить оптимальный уровень событий, и при этом доказательство ведь практически исходит из того, что действие вне человека – это и есть действие Божие, ибо вся внешняя реальность – это есть Бог. Тогда получается, что ментальное действие, там, действие ясновидческое – это и есть действие Божие, направленное, конечно, на созидание. И отсюда, когда вы видите создательный аспект данного действия, вы видите Бога как структуру именно макросозидания. То есть принцип макроспасения здесь переводится в структуру практически содействия Бога уровню именно макроспасения. Тогда получается получить, например, результат можно всего лишь навсего тем, что достаточно взглянуть на других людей, посмотреть, какие у них там чаяния, помыслы, и постараться эти мысли вывести на созидание Божие. То есть Бог, видящий людей такими, то есть созидательными, дает им еще более высокий уровень созидания. То есть Он дает им Божий следующий уровень. То есть существование Бога для человека в следующий раз – это его следующий шаг. Ведь Бог располагает следующую почву, да, для того, чтобы человек мог на эту почву вступить. Получается, что когда мы говорим, например, о излечении от заболевания, или мы считаем, что нам нужно сделать так, чтобы была макродиагностика осуществлена правильно, то есть не произошла глобальная катастрофа, мы должны видеть Бога в конкретном месте и видеть Его в виде человека. Тогда мы можем получить практически сразу всю информацию, и от этого, например, не взорвется АЭС, потому что ведь Бога невозможно уничтожить. Если мы научимся видеть Его в виде человека и докажем факт Его существования в виде человека, тогда получается, что АЭС или там ядерная бомба не может взорваться, потому что человеческую плоть, она, скажем так, эта бомба может поразить, а плоть Бога, хотя она и человеческая, бомба поразить не может. Следовательно, доказав факт существования Бога по моему учению, мы доказываем структуру неразрушимости человека. По сути, потому что в конечном итоге развитие человека, доказавшего существование Бога, в конкретном уровне, да, в конкретном месте приобретает именно божественный смысл, то человек перестает быть разрушаемым. Тогда получается, что мы имеем, вообще говоря, достаточно конкретную технологию управления, достаточно серьезную технологию с точки зрения познания, серьезную, имею в виду, по уровню именно серьезного плана входа в макроуправление, когда мы в единении с Богом, всего лишь навсего доказав существование в данном месте, можем действовать. Здесь существует еще технологический смысл данного подхода, потому что, доказав существование, например, в конкретном месте, мы вполне можем доказать, что Бог проявлен конкретными действиями, и тогда научиться действовать, в общем-то, достаточно просто. То есть делать, например, примерно так же, или однозначно так же, или так же, но в другом времени. И получается, что доказательства существования Бога, по моему учению, имеют как фундаментальный, то есть исключительный или абсолютный характер, а также и прикладной, совершенно технологический характер. Когда мы эти два явления, с точки зрения доказательств, объединяем, то получаем, что в принципе управление, идущее от Бога к человеку, это есть управление, идущее от человека к Богу, но через внешнюю реальность. То есть мы видим, что человек практически управляет реальностью, когда он устремляется к Богу и в своих мыслях, и, например, в движении. И вот когда мы начинаем думать, а как же в движении, например, физического тела устремиться к Богу, да, при этом увеличивая структуру вечности своего развития, то получается, что данное движение – это и есть, например, вся Земля, весь окружающий мир. То есть главное, что человек должен понять, что его движение – это и есть весь макромир. То есть когда он начинает это понимать, неразрывную свою связь со всей внешней реальностью, он понимает, что
Бог находится рядом и творит при нем. То есть он видит, как творит Бог всю эту вселенную. Когда он переходит в строку, ну, как бы, в общем-то, больше ну, как бы в такую траекторию, что ли, познания, вот именно логического смысла или, может быть, даже оптического, что ли, луча управления, то получается, что сам луч, который вот познает, да, сам по себе, оптика познающая, это есть тоже, в общем-то, уровень управления, идущий от Бога. И когда вы начинаете видеть данное управление как управление, ну, как бы живого света, то есть то, что движется по отношению к вам, то мы видим, что любое явление реальности это есть все-таки явление разумное. То есть мы с точки зрения, ну, как бы разума, да, макроразвития, например, абстрагируемся от каких-то элементов реальности и считаем, что есть некий разум, предположим, который, ну, пусть он выглядит как высший разум или разум макроразвития, и по отношению к данному разуму мы начинаем складывать, предположим, там какое-то системное управление, то получается, что данный вот макроразум, он определяет разумность, ну, с точки зрения человека, может быть, это есть уровень просто понимания каждого явления реальности. Если мы видим свет, идущий, например, от одного уровня к другому, то данный свет может быть вполне светом разума или может быть просто как бы разумным уровнем локальным, то есть свет как разум, свет как форма существования, да, материи. Тогда получается, что данный свет может вполне передавать человеку ту информацию, которая не является, например, информацией прямой. То есть если сам свет является элементом познания, так же как человек, да, как и любой элемент реальности, то получается, что свет, передающий информацию человеку, это есть, в общем-то, преобразованная информация. Потому что с точки зрения, ну, как бы вот этого стороннего объективного разума, здесь мы имеем, в общем-то, равные права, что человек познает, что элемент света, ну, которым воспринимает человек. Получается, истинное видение Бога, это есть, вообще говоря, свет вообще и везде, то есть свет, который обладает свойствами Бога. То есть это и сам Бог, но проявленный в действии и восприятии человека. И когда человек начинает приближаться к этому понятию, то он видит, что, например, если рассмотреть структуру моего учения в плане, например, там, лечения или диагностики, лечения человека, например, то здесь свет, идущий от одного человека к другому, это есть свет, который преобразован мышлением человека, и при этом есть элементы, где человек создает реальность и, например, направляет в виде волевого импульса, ну, там, желание, предположим, восстановить другого человека, его оздоровить или воскресить, или, например, сделать так, чтобы у другого человека были оптимальные события. Так вот, действуя таким образом, человек накапливает свой собственный опыт, и это еще один из факторов существования Бога, вообще говоря, в конкретном месте и во всеобщем понимании, и в человеческом смысле, в виде тела человека, потому что так действует Бог, создавая любую структуру реальности. То есть доказательность существования Бога в данном случае выражена в фундаментальном плане в том, что Бог присутствует как, в общем-то, элемент обучения мира, как элемент, который имеет всеобщие характеристики развития как человека и человечества, так и всего мира сразу. То есть Бог выступает в качестве человека, ну, который, например, там все знает в данный момент. То есть он может сказать о каком-то явлении точно, и получается, что этот человек олицетворяет самого Бога, то есть он в данный момент, да, он является Богом, или он и есть единственный Бог. То есть он и имеет единственное физическое тело единого Бога, и вот это вот все знания, это есть характеристика данного человека. То есть как только люди научатся иметь, ну, хотя бы если не все знания, но, по крайней мере, уметь, значит, управлять знаниями или приобретать их для решения, например, отдаленных задач реальности, то, получается, они приближаются к Богу, в том числе по духовным параметрам, так как физические, как я сказал, определены изначально по подобию. Но когда мы говорим по образу мышления, то мы видим, что фактором существования человека для Бога является его проявленность в божественных помыслах. То есть, ведь когда Бог мыслит о человеке божественным уровнем своим, он мыслит именно о человеке, и его помыслы — это и есть человек. И вне помыслов о человеке, человека, вообще говоря, нет, там есть другая среда.
Так вот, божественный помысел по отношению к человеку, к своему образу и подобию, это есть отражение реальности человека на Бога. То есть Бог видит фактически самого себя, но проявленного как бы в отдаленном действии своего сознания. Тогда получается, что ему достаточно просто наблюдать за всеми людьми и коррелировать жизнь людей, потому что он видит себя, но как бы много проявленного и многоуровневого. То есть мы получаем ту структуру управления, которая практически сходна, возможно, с структурой управления некоторых людей, когда они, например, решая какие-то задачи, может быть сложные иногда, несложные, стараются осознать все явления сразу и одновременно. И вот возникает такое же ощущение у человека, значит, как и у Бога, когда он смотрит на людей. То есть для человека это комплекс проблем, которые он решает. Это где-то примерно в правом месте по отношению к телу, то есть именно оно так и называется, в правом месте, то есть можно сказать извне и изнутри, да, по отношению к телу. Если смотреть именно как бы со стороны Бога, со стороны, например, другого человека, стоящего или за человеком, или, например, перед человеком, но к нему спиной. Вот обратите внимание, что здесь очень большое значение имеет взаимоориентация людей. То есть почему люди каким-то образом часто значит, ориентированы в каких-то системах управления, да, они сидят в одном ряду в самолетах или танцуют какие-то определенные танцы, если эти танцы направлены на донесение определенного смысла. Вот взаимоориентация, даже физическая, да, порождает весь внешний мир реальности. Если вы рассмотрите свой процесс мышления, то вы можете обратить внимание, что когда вы мыслите, определенные уровни мышления как-то взаимоориентированы. И вот процесс взаимоориентации – это есть процесс фактически как мощнейшего восстановления, потому что если научиться ориентировать образы во время сна, то можно очень быстро восстанавливаться. Например, если перед собой значит, поставить зеленый образ зеленой поляны, а сзади голубое, например, небо, это очень сильный уровень регенерации. И научившись варьировать образ во сне, вы можете регенерироваться только за счет того, что вы заранее определили место образу. И вам достаточно только во сне это увидеть, и вы восстановитесь. Так вот, этот механизм близок к тому, что Бог, он одновременно и самовосстанавливается, и одновременно его мышление, это есть уровень управления, и поэтому ориентация для него это есть внешняя реальность. То есть ориентация своего образа по отношению к другому человеку это есть внешняя реальность. Поэтому люди рождаются подобными, потому что внешняя реальность развивается в бесконечную систему. Образ человека, образ, например, ребенка, причем любого возраста, даже когда он еще не сформировался, в первые дни после зачатия, в первые дни после начала его жизни в физическом теле матери, это есть уровень бесконечности. Следующий растущий человек дает структуру бесконечности. И получается, что все конечные явления, которые вокруг человека, это есть явления бесконечные. Это и есть доказательство существования Бога здесь, сейчас. Тогда получается, что мы видим уже, в общем-то, в откровенном духовном уровне восприятия все явления как явления человеческого плана бесконечности. Когда человек, видя какой-то предмет, может сказать, что он бесконечен, потому что он может, например, взять и в мышлении этот предмет вынести в бесконечно удаленную систему галактики какой-то, просто в пространство, например, да, космическое. Тогда получается, что когда вы можете это сделать, вы становитесь подобными фактически в действии Богу, и тогда ваше действие отличается только тем, что для Бога реальность того порядка, когда он мышлением выводит какой-то элемент бесконечности, это есть реальность приближенная к нему, это есть он сам фактически. А для человека это есть реальность, которая преобразована как бы в ментальном плане его восприятия. Получается, что для того, чтобы, например, человек полностью излечился или получил элемент саморегенерации в плане оптимизации событий, какого-то добился действия, здесь нужно, чтобы его импульс, направленный от него, пришел бы к нему самому, но в условиях оптимального уровня развития. Для этого он должен познать
фактически сущность бытия любого другого элемента мира, так как этот элемент видит Бог. Правда, по траектории только своего как бы оптического видения этой ситуации, то есть по траектории своих целей, в то время как Бог видит вообще все сразу. Тогда получается, чтобы понять сущность бытия, здесь надо воспринимать фактически глазами другого какого-то уровня. Ну, предположим, если мы рассмотрим, как воспринимает собака человека с точки зрения Бога, то мы можем здесь рассмотреть такой процесс, что собака воспринимает как бы в дискретном варианте, то есть изображение для собственной собаки, значит, выглядит таким, что человек, ну, в общем-то, проявлен не в виде, как бы, том, именно в котором человек воспринимает человека, а в виде небольших, как бы, квадратиков, параллелепипедов, параллелограммов, например. И тогда получается, что мы имеем управление, связанное с этим восприятием, в том, что для собаки достаточно просто войти в эту структуру, в общем-то, углов, да, жестких таких величин, ограниченных, и понять структуру мышления человека с точки зрения действия по отношению к собаке. То есть собака, почему я понимаю, достаточно часто на уровне там импульсивно, потому что для нее человек в восприятии физическом часто не имеет как бы полностью законченной формы. Собака воспринимает человека, в общем-то, больше как структуру информационную, то есть приближение к человеку все больше его объективирует для собаки, физическое приближение. То же самое можно сказать о том процессе, что когда по отношению, например, к человеку мы хотим рассмотреть, как воспринимает дерево, да, предположим, там, береза, как воспринимает человека, который находится возле березы на расстоянии там, 5 метров, то значит, береза воспринимает в виде просто, в общем-то, эллипса, по сути. Если человек отдаляется на расстояние больше, чем 5 метров, ну, условно, там, от 25-метровой березы, то тогда он превращается как бы в сферу, в структуру будущего, будущее, где есть следующий уровень развития. Все будущее воспринимается сфероидально. Тогда получается, что сфероидальная система, ну, в общем-то, как система управления с точки зрения Бога, это есть структура передачи информации, и получается, что существование Бога для другого элемента реальности связано, опять же, с уровнем восприятия человека. То есть, когда человек может воспринять, например, ну, как бы, другую структуру управления, то получается, что мы можем передать информацию Богу, и Бог видит, как мы воспринимаем реальность. Это, кстати, достаточно мощный элемент излечения человека. То есть стоит только рассмотреть, например, да, какое-либо заболевание с точки зрения другой системы, и можно полностью излечиться. Ведь есть технология лечения, когда человек находится возле деревьев или возле камней и излечивается. В данном случае мы просто приходим к тому, что другая система начинает воспринимать образ человека более информативно и нормирует его. Вот и все. В этом разгадка, да, так скажем, данной позиции. И когда мы хотим увидеть существование Бога здесь, то, по моему учению, доказательство существования Бога заключается в том, что мы видим взаимосвязь всех явлений как бы во взвешенной системе, во взвешенной среде. То есть не потому, что есть сила тяжести некая там, или существует воздух, а потому что явления соединены в структуру объединения как бы будущего развития. То есть все находится, ну, фактически, ну, как бы в неком невесомом, да, состоянии, и при этом каким-то образом вводится сила тяжести, если речь идет о Земле. Тогда получается, что когда мы говорим о реальности мира и как влиять на предметы или на явления, можно войти в такое состояние на логическом уровне и получить управление, связанное с тем, что вы можете как бы трансформировать один предмет фактически в другой в своем восприятии. Но тогда вы можете влиять на предмет путем тем, что вы нормируете предмет, предположим, как сделать так, чтобы камень дальше не трескался, конвертировать его образ внутрь березы, и береза при этом должна, в общем-то, дальше расти, да, благополучно. Тогда мы переводим информацию к камню, и камень не трескается. Также можно лечить заболевания, или также можно воскрешать путем конвертации образов. Образ воскрешаемого вводится в структуру
например, соответствие структуры именно березы по отношению к Богу, и Бог восстанавливает человека. То есть в данном случае мы пришли к тому, что Бог воскрешает тогда. И когда мы видим данное действие, то мы можем прийти к действию, там, например, Бог лечит. Если мы рассмотрим с точки зрения поведенческих структур, почему некоторые животные, например, себя ведут, ну, например, каким-то образом, да, то мы видим, что структура поведения животных — это есть, вообще говоря, система приближения к человеку, к разуму человека. Или же какой-либо материальный мир, например, растительный мир, это есть структура развития данного мира по отношению к человеку. То есть, скажем так, в бесконечном или там в далеком будущем все явления реальности будут иметь одинаковый уровень разумности, так скажем, но с точки зрения общения, контакта. То есть выйти в телепатию, например, с точки зрения именно телепатии там, деревьев, или выйти в телепатию в плане, например, каких-либо структур камней или животных, это значит выйти, ну, в уровень, когда мы видим, как они общаются, мы их понимаем, и мы можем общаться не только телепатией. Вот обратите внимание, что когда общение идет через физическое тело, то есть движение физического тела — это и есть общение, это и есть уровень, когда мы понимаем структуру другого мира, а тогда, значит, мы его не можем разрушить. То есть структура взаимопонимания, когда тело — это есть и действие, это есть и общение, это есть и понимание, это есть уровень, когда окружающий мир развивается. Тогда получается, что достаточно Богу иметь такое физическое тело, в принципе, просто как у человека, но которое правильно движется, да, которое правильно себя ведет, и возникает весь внешний мир из-за соотношения между элементами реальности. То есть Бог находит свою точную позицию по отношению ко всему миру. И тогда ясно, что для него понятие, например, да, прошлого времени, будущего — это понятие, которое находится, вообще говоря, вне его физического тела, потому что и это понятие регулируется его телом, которое правильно, например, движется. Следовательно, Бог существует везде, потому что Он на все влияет. И тогда мы начинаем исходить из того, что когда, например, мы рассматриваем процессы управления, предположим, ну, своими уровнями реальности и хотим достичь быстрого управления, то мы должны понять, как мы соотносимся с Богом, где мы доказали Его существование в конкретном месте или в конкретном времени. Когда мы для себя, например, доказали в этом времени, то мы становимся, ну, получается, как бы, да, по сути, частью в действии, и тогда получается, что мы имеем все то, что ниспослано Богом, то есть полное здоровье, да, оптимизацию событий. И вот доказательство существования Бога по моему учению — это есть также и система передачи знаний о данных доказательствах. То есть, когда вы правильно понимаете, вы видите Бога, и общение происходит уже просто телом, то есть вам не надо входить в какие-то там трансовые состояния, вам не нужно выходить в какие-то элементы телепатических, да, контактов, вы уже находитесь в состоянии контакта с Богом, и вы тогда знаете самостоятельно, вы являетесь свободной личностью. То есть вам не нужно в этом случае выбирать, на что-то как бы обращать внимание, абстрагироваться, вы уже достигли максимума гармонии с Богом. Это есть то состояние, которое определяет именно вечное, бесконечное развитие, где нет, например, там войн, разрушений и так далее. Потому что в этом случае, значит, если бы, например, там были какие-то дисбалансы в виде там войн будущего поколения, то свет, искаженный от этих систем, уже бы вам не дал войти как бы в это состояние как бы на 100%, да, и тогда не все помыслы Бога были бы исполнимы, например, в вашем действии. А здесь получается, что вы должны обязательно стремиться к тому, что все помыслы исполнимы. Следовательно, вы получаете управление таким образом, что вы имеете полную свободу, потому что вы сами препятствуете этим войнам. То есть, когда вы в этом состоянии, войны не происходят. Также и Бог создал реальность. Вся реальность между вами и Богом — это реальность гармоничная, и которая не разрушается сама по себе. То есть, какие-то неточные или неправильные действия людей
они могут приводить, например, к структуре организации событий, когда происходит разрушение. Следовательно, человек очень плотно зависит от другого в плане позиции. И вот здесь существование Бога выражается в том, что Бог существует в сущности любого явления. То есть, когда вы хотите, например, рассмотреть позицию веры в своих действиях, то вера — это, безусловно, уровень восприятия, который рождает сам Бог для того, чтобы вы видели Бога в себе, то есть вера в вас. Можно, например, просто верить в Бога, и тогда у вас происходит глобальная нормализация в плане именно стратегического уровня, отдаленного уровня событий. Чтобы получить норму событий здесь, вера в Бога дает, значит, просто то, что события тогда уже все-таки происходят, да, но, например, элемент времени может быть различный, но когда вы исходите из веры в действие, то есть вы хотите увидеть действие Бога и посмотреть, как Он действует, доказать, что Его действие, именно Его действие вам помогло, и отсюда вы воспитываете веру, ту именно веру, которая передается другим. То есть другие тоже могут увидеть именно действие Бога. Тогда они должны определить, что это именно Бог. Одно дело, понятно, что все есть Бог, и здесь как бы вроде и искать нечего, но с другой стороны, как определить то, что вы делаете так, как показал вам Бог с точки зрения ваших будущих событий. Тогда получается, что данное действие определено тем, что вы должны по существу рассмотреть именно сущность Бога в данном явлении, вот где проявлена Его сущность в виде, например, физического тела единого Бога. Здесь получается, что определение сущности, существа Бога, именно существа с точки зрения всеобщности событий, вот так как Он имеет физическое тело человека, то мы можем сказать, что Бог вот конкретно как человек проявлен в каком-то действии, например, только в том случае, если мы определили его с точки зрения все-таки опять человека. То есть когда мы видим, что в данном конкретном локальном действии доказываем, что данное действие — это есть действие Бога, имеющего, например, физическое тело человека, то тогда мы можем четко сказать, что действуя аналогично, мы поступаем правильно, и более того, мы поступаем так же, как, например, показал Бог. Потому что если уж Бог показал, если Он так действует, то это вообще говоря ясно, что это правильно. Но Он же еще и показал. Следовательно, доказательство существования Бога в этом месте — это есть правильный путь развития, и получается сам уровень доказательств, это я уже специально говорю еще раз повторно, заключается в том, что вы практически, в общем-то, показываете ту систему развития другим людям, когда они также могут убедиться, что это есть Бог, и это действие божественное, и именно от единого Бога. Поэтому получается, что когда вы строите такую систему доказательств, вы прежде всего должны пользоваться именно ментальным уровнем. Ведь по моему учению человек работает на уровне восприятия и мышления, на уровне души, духа, сознания, где атрибуты данных, так скажем, величин для человека, это есть уровни все-таки восприятия в первую очередь, затем уже мышление, затем уже, в общем-то, уровня обработки данной информации. И вот когда мы говорим об уровне восприятия, то здесь появляется, что восприятие формирует сам Бог изначально. То есть если вы находите границу восприятия, где вы воспринимаете, то Бог, естественно, вкладывает самые экономические позиции в ваше восприятие. То есть Бог сразу хочет, чтобы у вас все получалось и все было нормально. И когда вы начинаете, например, данные системы управления рассматривать как системы, например, уже прикладные, то ясно, что вам главное донести сигнал первичного восприятия до самого себя, то есть до своего физического тела. Но вы можете донести этот сигнал очень просто, если вы знаете, как функционирует, например, физическое тело единого Бога. То есть ведь для Бога любой сигнал, он как исходящий, так и конечный. То есть он является и источником, и, в общем-то, приемником любого сигнала, в реальности. Ничего другого для него не существует. Поэтому, когда вы начинаете анализировать, как же донести до себя сигнал, то получается, вам надо сделать тело аналогичным телу Бога. То есть вам нужно
так расположить свои рецепторы практически управления, то есть приемники, чтобы вы видели одновременно акт и исходящего сигнала, и когда сигнал принимается. Тогда получается, что вы вполне можете, например, сказать, что ваше восприятие совершенно, значит, чисто в понимании именно божественного помысла, и при этом ваше восприятие ни при каких условиях не было изменено путем того, что пока вы довели этот сигнал, он как-то там или рассеялся, или преобразовался. Тогда получается, что вам нужно, как я сказал, просто увидеть корень явления, ведь именно как бы смысловой корень, да, сущность явления, это есть и начало, и конец данного, да, явления, но конец с точки зрения бесконечного уровня опять приводит к человеку. То есть вы видите конкретного человека, и вы можете тогда другому человеку помочь так, как Бог показал помочь ему, так как Он вообще ему дал по судьбе, и тогда вы видите, как ему лучше помочь. Тогда получается, что вы через вот эту вот внутреннюю структуру сущности управления вполне можете помогать другим людям, зная, что сущность любого явления, любого предмета — это и есть Бог. Тогда вы видите на ментальном уровне восприятия, на духовном, что сущность — это и есть сущность Бога, и поэтому, когда вы входите в сущность или в существо Бога, вы видите, что элементы развития таковы, что мир, по сути, зависит от вас настолько, насколько вы хотите, чтобы он был зависим от вас. То есть вы можете допускать в этом мире какие-то элементы, например, реальности, ну, которые, например, может быть, вам они не нравятся, но при этом основной статус внутренний, когда вы как личность воспринимаете происходящее, этот статус, он прежде всего направлен на то, что вы показываете другим людям, как вообще жить с точки зрения Бога. То есть любой человек, обратите внимание, старается показать, а многие совершенно открыто показывают, как жить так, как показывает Бог именно. И это еще одно из доказательств существования Бога в любой реальности, в том числе в реальности действия человека, именно прикладное доказательство, что существование определено именно тем, что человек по существу выделяет, что именно это делает Бог. Потому что сам факт существования, он часто не нуждается в доказательствах, ну, кроме, может быть, атеистических каких-то течений, которые, в общем-то, сразу, если, например, сталкиваются даже с дистанционной диагностикой техники, уже не могут ответить на вопрос, а мы можем, мы говорим, что это и есть проявление Бога. И тогда, получается, это и есть действие Бога. Например, дистанционная диагностика, атеист не отвечает на данный вопрос. Это, например, один из ответов. Да? С точки зрения существования, именно существование в плане здесь как уровня управления, как, в общем-то, знающего, так скажем, человека, который передает знания. Вот я имею в виду, прежде всего, вот этот смысл существования Бога в конкретном месте. И когда вы видите понятие существования, то есть мы, в общем-то, рассматриваем понятие по сущности, по существу, тогда получается, что построение, например, звуков, построение элементов реальности — это то, чем вы можете варьировать в системе управления. То есть вы можете, например, через какие-то звуковые формы передавать растр информации. То есть достаточно большой объем информации, например, ну, который не заключается просто в словах. Предположим, если видоизменить звуковую форму слова или переместить слова местами, мы можем получить, в общем-то, разный ракурс управления. Ну, предположим, мы берем там вишня, да, и говорим, например, вишня красная. Если мы рассматриваем красная вишня, то мы после слова красная сразу, в общем-то, если не обладает человек ясновидением, не может сказать, что дальше хочет другой человек сказать, вишня это или, может быть, красная, какая другая среда, да, реальность. Так вот, понятие разделения, например, в слове красный, да, это есть элемент как бы внешнего управления. Вот если вы рассмотрите цвета, то красный цвет, он как бы жестко разделяет и как бы затеняет следующее понятие. Голубой цвет, он, наоборот, привлекает, то есть приближает, да, следующий элемент реальности и так далее. То есть мир устроен так, что композиция систем реальности, вот именно та композиция, вот как бы которой вы управляете или которую вы воспринимаете, это системы, данные Богом для того, чтобы вы поняли сущность Бога в его действии по отношению к вам. То есть вы увидели, что Бог, Он всегда с вами, или, например, Он
здесь и вам помогает, или же вы должны рассмотреть, что элемент, например, мира, вот, который перед вами сейчас, это есть проявление Бога для того, чтобы вы поняли, как вообще, ну, например, там, вечно жить, да, как сделать так, чтобы ваши проблемы были решены. То есть элемент реальности, он всегда несет ответ. Например, там, решая задачи по математике, всегда имел ответ в конкретном месте. И сейчас всегда имею. То есть получается, что если мы имеем такие элементы, неспосланные Богом, то есть это в общем-то, как бы будущее развитие, да, то есть ответ же должен быть в будущем после решения задачи, то этот механизм можно применять для того, чтобы вы освоили технологию приближения оптимальных будущих событий. То есть вам нужен тот ответ, который интересует вас. Тогда вы можете рассмотреть этот ответ в действии Бога, то есть рассмотреть, что есть в Боге такое, так скажем, да, в его сущности, что вы еще способны сменить реальность. То есть вы соглашаетесь как бы на тот ответ, который нужен вам фактически. Ведь тот же процесс лечения или там оптимизация событий, это есть процесс как бы договоренности между вами и Богом. Вы должны в сущности Бога увидеть структуру, в общем-то, реальности, в которой вы можете менять систему. Тогда, получается, вы приближаете к себе будущее настолько, что вы в нем находитесь. Значит, вы обладаете функциями, ну, в общем-то, такими, какими обладает Бог, меняя будущую реальность. И получается, чтобы сменить будущую систему, вы должны одновременно находиться как в позиции управления, да, например, в текущем времени, так и в будущем времени, но уже формой сознания, например, физическим телом. И обратите внимание, что исходя из этого вы можете делать управление будущими событиями по простому очень признаку. Рассмотрев местность управления, например, это там какое-то заболевание или какая-то местность, где должно произойти какое-то событие, чтобы оно было позитивным, просто мысленно поставьте себя в какой-то точке местности, правильно поставьте, и все произойдет, как вы хотите. Это и есть доказательство того, что Бог, присутствующий на уровне даже вашего мышления, в виде вашего образа, дает управление через ваш собственный образ. Вы получаете управление через структуру познания. Просто здесь главное видеть, в общем-то, связи. Вам надо понимать, куда поставить, да, мысленно себя, например, или просто фигуру даже человека можно поставить. И здесь можно, попрактиковав, посмотреть, что если вы ставите себя, например, возле человека, которого вы излечиваете, на очень удаленном расстоянии, да, и находите связь между собой и этим человеком, то вы можете излечить его гораздо быстрее, чем если вы его поставите мысленно там этого человека возле себя, предположим, да. И здесь, в общем-то, уровень таков, что приближение к структуре знания, именно такого знания, которое исцеляет данного человека, это есть уровень, который прежде всего дает человеку познать Бога в его развитии этого человека. То есть человек, приближающийся к вашему образу, набирая знания. Логически понятно, чем дальше вы ставите себя у человека, тем вы получаете больше эффекта. Но в данном случае, получается, элемент управления еще заключен в том, что вы должны еще как-то себя сориентировать. То есть вы должны одновременно поставить себя и очень далеко, а дальше вы же, в общем-то, превращаетесь в небольшой образ, может быть, даже точно. Но человек не может быть только точным образом. Он даже в точке, он всегда человек, он не меняет размеров. В восприятии Бога человек никогда не меняет размер. И когда вы начинаете одновременно представлять себя стоящим возле человека, в какой-то позиции, например, лицом к лицу или где-то справа, если болезнь печени, надо правое плечо по отношению, например, к правому плечу пациента. И при этом себя одновременно, да, представлять очень удаленным от данного человека, то вы приходите к тому, что, в общем-то, вам нужно будет рассмотреть свое собственное тело. То есть вы приходите к уровню такому, что вам следует рассмотреть тело как передаточное звено. То есть вы видите, что ваше тело — это и есть источник уровня здоровья, например, да, другого человека, уровень его оптимальных событий, и видите, что позиция вашего тела, собственная позиция вашего тела по отношению, например, к другому человеку, это и есть его здоровье. То есть вы в данном случае учитесь и умеете в дальнейшем определять координаты собственного тела по отношению к
Богу, к существованию Бога в данном месте. Когда вы научитесь определять координаты собственного тела, вы вполне можете собственным телом управлять с точки зрения макроспасения, с точки зрения существования Бога, например, в другом месте, да, в виде физического тела, и видите его существование, безусловно. То есть вы можете понимать, что Бог всегда вам помогает уже только потому, что Он делает даже какое-то конкретное дело, одно. И когда вы это понимаете, то вы видите, что когда вы делаете даже часто какое-то одно дело, вы можете помогать сразу всем. Главное понять, как и где это происходит в вашем сознании. А понять очень просто, вам просто нужно перенести действие на макропроявление, то есть работать, в общем-то, по частным задачам, но подразумевая так, что, например, на духе вы работаете для всех, да? То есть часто разграничивать просто управление и все, направив духовный свет на спасение всех. Тогда получается, что положение ваше, то есть координатная система вашего тела, это и есть путь в решении вопроса спасения, по сути, причем вечной жизни. Как только вы находите координатную систему своего тела, вы попадаете в систему, в общем-то, такую, что Бог всегда видит вас с вашей точки зрения. То есть вы постоянно его понимаете. Вам легко, вы все понимаете в данной ситуации. А какие проблемы? У вас все сложится хорошо. Вы это знаете, потому что вы четко ощущаете координату тела. А потому что вы доказали существование Бога, во-первых, вообще, с точки зрения, например, моего учения, во-вторых, в конкретном месте. То есть вы его увидели в конкретном месте. Но вот когда вы видите в конкретном месте, обратите внимание, что видеть желательно своим физическим телом. Пусть ваше физическое тело смотрит и понимает, где находится физическое тело Бога. И тогда вы, в общем-то, не приближаясь, да, вам зачем обязательно там очень близко приближаться, вы можете получать все управление на любом расстоянии. Но приближение, конечно, дает больше. То есть, когда вы приближаетесь, движетесь в сторону физического тела единого Бога, вы получаете больше, потому что тело получает как бы прямой управляющий сигнал. То есть сигнал, идущий от одного тела к другому. Человек быстрее понимает, когда он видит другого человека. И исходя из этого, вы вполне можете увидеть свою собственную сущность, то есть свое собственное вечное развитие, только всего лишь навсего определив вот координаты своего тела по отношению к Богу, предварительно доказав его существование таким образом. Как только вы определяете координаты, для вас вся внешняя и внутренняя реальность становится гармоничной. Вот вы запомните это состояние, и с этого состояния делаете благоприятное для всех и для себя, в том числе, естественно, управление, где нет ни глобальных каких-то разрушений, даже локальных не происходит никаких проблем и катастроф. Вот чем дольше вы будете в этом состоянии находиться, тем лучше будет для всех окружающих людей. На сегодня я заканчиваю семинар. Спасибо за внимание. По возможности данный семинар применяйте в практическом смысле управления как можно чаще. Спасибо.